Тебе тоже понравилось? Тоже просишь? Ах! Друзья, третий раз уже замешиваю тесто и выпекаю. Рецепт находка. Настолько вкусно получается. Мои мальчишки не успевают съедать и просят еще и еще. Обязательно поделюсь с вами рецептом. Посмотрите, какая аппетитная штучка получается. Давай уже! Доброе утро, мои родные люди! С вами Ух ты Кухня! И сегодня первый весенний день, 1 марта. Посмотрите, даже пушистики уже цветут. Распустились и цветут. Сережка вчера мне подарил. Ты знал, да, что сегодня праздник? Здрасте, конечно знаю. На второе и на ужин заказали рис с овощами и мясом. Сейчас покажу, как я это делаю. Сковородку на огонь. Столовую ложку жира или растительного масла, что любите. У меня есть вот такие вот кусочки мяса. Хотела сделать отбивнушки, мои мальчишки отказались. Поэтому я его нарезаю на вот такие вот полосочки. Не хотите, как хотите, мне еще проще и полезнее будет. Ой, нагрелась. Когда сковорода нагрелась, выкладываю мясо. И обжариваю до румяной корочки на максимальном нагреве. А пока и овощи нарежу. Для начала это будет 1 луковица. Нарежу на четверть кольца. И рядышком сразу половинку моркови. О, мясо начало подрумяниваться, в сковороде образуются прижарки, которые дадут вкус соусу. Вкусный вкус, как ты говоришь. Да, вкусный вкус. Знаю, друзья, что это неправильно, и все же так чувствую. И уже можно добавлять лук. И следом и морковь. Пусть вместе тут все готовится, дружится. Немножко соли, щепоточку сахара. Перемешиваю и обжариваю все до мягкости овощей. Пока мясо готовится, достану заранее перцы. У меня вот такие вот красные, красивые. А здесь у меня баклажаны. Опа! Ух, какие замороженные. Как раз есть время им оттаять. Пусть тают. Скоро весна, друзья. У меня еще полная морозилка. Кабачки, баклажаны, перцы, вишни, все что угодно. Нужно освобождать для нового урожая. Что у нас здесь? Ой, когда овощи стали прозрачными, уже начали даже карамелизоваться. Видно, да, какие красавцы? На этом этапе наливаю примерно пол-чашки воды, может больше. Накрываю крышкой, уменьшаю нагрев и тушу 30-40 минут, потому что мясо у меня с такой частью, что она довольно-таки жесткая, друзья. А пока беру чашку риса, у меня кругленький. Высыпаю в мисочку и хорошо промываю. Несколько раз, пока водичка не станет прозрачной. Также мне понадобятся помидоры или томатный сок, или томатная паста, что у меня есть в холодильнике. Сегодня помидорки вот такие вот. Возьму несколько штучек. Ой, какие они вкусные. И прямо на тарелке их измельчу. Люблю, когда остаются фрагменты. Подрежу еще и перчик. Он оттаял. И как свежий. Угу. Ну, не как свежий, конечно же, и все же, друзья, ароматный. Овощей много не бывает. Красота. Смотрим, что здесь наше мясо. Угу. Ой, мягенькое. Сейчас будем где-то пробовать. Да, мясо хорошо приготовилось. Добавляю баклажаны из морозилки. Помидоры со всем соком. Сюда же сладкий перец, тоже с соком. Даже с семечками, так будет ароматней. Соль. Добавлю немножко адыгейской. Чайную ложечку сладкой паприки сюда же. Что еще добавить, друзья? А, конечно же, черный молотый перчик. Это я люблю. Это все любят. Перемешиваю. И тушу минут 10, чтобы все разморозилось, объединилось и подружилось. Ой, ароматы стоят просто потрясающие. Примерно через 10 минут поднимаю крышку и вижу, что у меня здесь, друзья, не только вкусно пахнет, а еще и красиво.
Сверху высыпаю рис. Хочу его равномерно распределить, насколько это получится. У нас сегодня не рис с овощами, а овощи с рисом. Разницу улавливаете, друзья? Сейчас вливаю 1 чашку воды. Наверное, нужно 1,5 будет, друзья, чтобы хорошо покрыло рис. Довожу содержимое до кипения. Плотно накрываю крышкой. Убавляю нагрев до минимального. И 20-25 минут наслаждаюсь жизнью, друзья. Жду вкусный ужин. Прошло 25 минут. Я через крышку вижу, что на поверхности уже нет жидкости. Выключаю нагрев и оставляю блюдо еще на 10-15 минут под крышкой. Терпение, друзья, терпение. Ставьте лайки. Ну давай уже, так вкусно пахнет. Поехали. Опа! Ух ты! Да. Сейчас беру большую ложку и перемешиваю. Смотри, какая сочная штучка получилась. Вообще шикарная. Неожиданно так. Угу. Кстати, я уже там пробу сняла, конечно же, друзья. Сочно, необычно, с легкой приятной кислинкой. Даже есть и сахаринка от моркови, от перца. Вообще просто ням-ням-ням. Мясо нежное, тает во рту. Класс. Класс. И последний штрих, друзья. Берем вкусный сыр. И пока это все дело горячее, видно, да, как он плавится? Видно, видно. В идеале, конечно, пармезан. Я благодарю Боженьку и за это. Можно брать вилку и наслаждаться вкусным блюдом. Во, ну. Сережка, это горячо. И хочу сказать, что это очень вкусно. Я тебе верю, Соло. Приятная кислинка и сладость. Овощи здесь вообще шикарно сочетаются. И баклажаны, и перец. Рис пропитался соусом, который мы делали. Сырок тянется. Друзья, мясо просто тает во рту. Я его хорошо протушила. Оно еще и с рисом тушилось. Очень вкусно. А это еще возьму вот так вот, распределю по сковороде. Накрою крышкой. И оно еще здесь за какие-то 10 минут еще сделает свои вкусные дела. А теперь, как и обещала, вкусный, быстрый завтрак. Достаю все, что есть в холодильнике. Остатки, самые сладкие. Кусочек колбаски. Да, ой, тут граммов, наверное, 150. Нарезаю на мелкий кубик. Колбасу можно заменить кусочками мяса, сосисками, даже копченой колбаской. Вкусно совсем. Это вообще простая, быстрая, интересная и каждый раз получается совершенно новый вкус блюда. Попробуйте, понравится уверенно. Колбасу отправляю в миску. Следом нарезаю несколько помидор, тоже меленько. Выкладываю в миску. Даже с соком, если немножко, это нормально. Зелень. У меня остались вот такие вот небольшие веточки укропа. Зелень подойдет любая, какую любите. Мелко нарезаю. Сюда. Друзья, уже вкусно, уже красиво. Можно чем-то заправить, и салатик готов. Но мы продолжим все же. Понадобится твердый сыр, любой, граммов 100. Я натираю его на мелкой терке. Также, друзья, нашла в морозилке вот такой вот небольшое количество брынзы. Добавлю. Можно сюда и творог добавить, тоже будет вкусно. Что сюда теперь? А сюда теперь разбиваю 2 яйца. Капелюшечку соли, совсем чуть-чуть, потому что колбаса, сыр. Черный молотый перчик. По вкусу. Все хорошо перемешиваю вилкой, мне так удобнее. Весенний натюрморт. Угу, красиво. Можно сладкий перчик свежий, можно и кабачки, да все что угодно можно, друзья. Совсем вкусно. Так, когда яйца с начинкой размешались, вливаю 400 мл кефира. У меня комнатная температура кефирчик. Снова немножко перемешаю. И просеиваю примерно стакан муки, граммов 250-270, каждый раз по-разному, потому что яйца разного размера, да, и ингредиенты разные. Снова перемешиваю. Вот такое тесто получается, как на оладушке. В самом конце беру и добавляю 1 чайную ложечку соды.
без горки. Вот так вот, друзья. Вот так. Сюда. Хорошо перемешиваю. Ух, уже бухтит. Значит, сода вступила в реакцию. Все. Чем хороша эта идея? Ничего не нужно ждать. Сразу сковородку на огонь. Немного растительного масла. Можно даже пожарить и на сухой сковороде. Тоже все прекрасно. Когда масло на сковороде нагрелось, можно выкладывать оладушки или лепешечки. Тут, друзья, кому как нравится. И выпекаем, как обычные оладушки. Нагрев под сковородой делаю минимальный, чтобы все хорошо пропеклось. Даже можно и крышкой накрыть. Тоже будет хорошо. Оп. Как только вижу, что краешки подрумянились, можно переворачивать, друзья. Оп. И уже допекаю без крышки. Ой, прекрасно. Когда оладушки хорошо пропеклись, достаю их и выкладываю на бумажное полотенечко. Друзья, они не будут слишком пышные, потому что это все-таки не оладьи. Мы их просто так называем. Лепешечки. Такие вот. Сейчас покажу, что это тесто можно выпекать даже на сухой сковороде. Масла я больше не добавляю. Ой, посмотрите, какое оно нежное, пушистое. И прямо на сухую сковородку выкладываю тесто. Прикрою крышкой, чтобы было быстрее и наверняка. Вот, друзья, какие оладушки получились на сухой сковороде. И пока теплые. Это и не оладушки, и не омлет, это что-то среднее между ними. И все же просто, быстро и вкусно. Я люблю со сметаной. Во. Сегодня 4-й раз жарим уже, да? И эти. Как только подрумянились, готово. Даже на сухой сковородке все вкусно и красиво получается. Пока не доем, не успокоюсь, друзья. Потому что это очень вкусно. Все, на сегодня достаточно. Ну что вы, мои дружочки, вкусно? В смысле достаточно? Мы уже доедаем, давай еще пеки. Сережка, ты что, 3 порции сделала? Я Достаточно. только на одну попал. Ну, а мы с сыном 2 съели. Сильно вкусно. Вкусно, скажи. О, уже эти заканчиваются. А этот, смотрите, что творит мне. Разве так можно, Лаки? Фу. Со сметанкой в самый раз, да? Вообще класс. Я Ну, тебя люблю, солнышко. Утром повторять? Конечно. И покажем людям этот рецепт. Да, это, друзья, быстро, просто и, поверьте, очень вкусно. На что похоже? На какие оладушки? Я даже не пойму. Короче, это вкусно, да и все. Ни на что не похоже, да? Молодцы вы мои труженики. Сережки он и лоб в мазуте. Да, трудяга ты мой. Молодец. Все, и тут я. Везде я. И там я. И здесь я. Везде я. Ну что, ставьте лайки, друзья. Пишите свои быстрые рецепты и вкусные. А мы обедать или уже ужинать. Кому как.